Друзья мои, работа по классике — это must-have, понимаете? Сейчас у нас 25-й год, все пользуются какими-то советами от ChatGPT, используют алготрейдинг, а старая школа этого не принимает. Многие спрашивают, почему, что, может быть, вы устарели, может быть, ваше время прошло, но я лично считаю, что все это очередной мыльный пузырь, который скоро лопнет, а торговать по-старому — это настоящий must-have. В сегодняшней сессии я раскрою вам некоторые секреты торговли с индикатором MACD. Это проверенный временем, огнем и мечом старичок, который реально приносит результат сейчас. Сейчас вы можете это повторять вместе со мной. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Ну что, друзья мои, база, проверенные инструменты. Речь идет о MACD и полосах Боллинджера. Это два старичка, которые никогда не потеряют своей актуальности. Никогда, поверьте. Рекомендую 3-минутный таймфрейм для них. Он лучше подходит для стратегии. У нас будут использоваться стандартные настройки. В первую очередь смотрим на MACD. Вот его зеленая стадия, во время которой мы рассчитываем, соответственно, на рост. Как видите, это совпадает с моментом отскока вот здесь и серьезного прорыва актива вверх. Также работает красная, соответственно, стадия MACD, которая подсвечивает для нас моменты снижения котировок. Часто начало каких-то разворотов, так и так и так. Совпадение индикатора с графиком происходит постоянно, поэтому его так любят в профессиональной среде. Мы используем классические параметры, но я рекомендую сегодня убрать его скользящие средние. Просто для эксперимента попробуем так. Это тоже работает. Будем обращать внимание только на его гистограмму. Теперь давайте уделим внимание нашему сигнальному индикатору. Это полосы Боллинджера. Они дают нам моменты разворота от своих крайних границ. Также мы торгуем пробой центральной линии. Это все моменты для запуска движения в сторону пересечения. Или отскоки, да, как я уже сказал. Главное для нас выяснить стадию по MACD, куда движется цена, и найти вход по Боллинджеру. Вот тут вот был хороший пример. Да? Здесь также зеленые столбики, они совпадают с ростом. Вот здесь. Для нас главное это совпадение индикаторов, как я уже сказал. Мы будем искать его во время торговли. Давайте займемся этим прямо сейчас. В принципе, уже сейчас можно даже открыться. Практически вплотную подошла цена к верхней полосе Боллинджера. Похоже это на пробой, я откроюсь в лонг. Давайте разберемся с показателями. По MACD вопросов никаких нет, только рост. Вот он. При этом график, как я уже сказал, растет. Вот эта красная свеча, это коррекция. На ней мы не входим. Запоминайте, да? И если бы кто-то подумал, о, красная свеча, откроюсь в шорт. Ни хрена. Простое следование системе экономит ваши деньги и приумножает прибыль. Поэтому пользуемся только сигналами от индикаторов. Смотрите, сейчас в современном трейдинге, окруженном ореолами сложных алгоритмов, искусственного интеллекта, какие-то новые индикаторы, есть ощущение, что мы отстали. Кажется, что ключ к успеху спрятан где-то в самой сложной, новейшей системе, доступной лишь единицам избранным. И эта гонка, ребят, за святым Граалем заставляет нас забыть простую истину. Рынком движут не технологии, а человеческая сущность. Понимаете? Первая сделка в плюсе, да, на красной свече, но плюс, правильно? Будем торговать восходящий этот тренд. Я уверен, что он восходящий, раз уж MACD пока в плюсе. Закроем вторую сделку, если в плюс, то перейдем на другую валютную пару, чтобы разобрать больше примеров. Смотрите, пока еще не закрылась, мы на небольшом откатике вниз открыли сделку, а свеча пока не закрылась. Вот она сейчас начинает уже поглощаться. В принципе, вот вам и психология. Да? Кто-то ведется на цвет в моменте свечей, а другие рассчитывают показатели. Не стоит вестись на краткосрочные такие провокации от цены, а еще не нужно ничего усложнять. Все гениально просто. Хотя многие этого не понимают. Нам кажется, что простые решения не могут быть эффективными в таком сложном мире, как рынки финансовые. Друзья, как бы не так. Как бы не так. Если что-то легко понять и применить, значит это не может дать нам преимущество. Друзья, нет. Это искажение заставляет нас проходить мимо классических, проверенных временем инструментов в пользу каких-то ярких, сложных новинок, которые часто оказываются просто переупакованы старой идеей.
Вторая сделка в плюс. Да, на красный свечен, но мы в плюсе. Давайте менять график, поищем что-то еще более интересное. Вот что такое работа с проверенным MACD, друзья. Его придумали в 1970 году, и он до сих пор работает, он до сих пор представлен во всех площадках и приносит прибыль. Это лишь вершина айсберга, в трейдинге еще очень много подводных камней и, возможно, кладов, да, о которых вы не знаете. Я про них рассказываю, знаете где? В своем телеграм-канале, ребята, ссылка на него оставлена в описании. Моя цель на самом деле проста. Существуют гигабайты всякой информации по трейдингу, которую новичкам придется как-то впитать в себя. А я ее выжил из-за того, что есть опыт, и публикую в своем телеграм-канале на ежедневной основе. Ссылки оставлены в описании, друзья. Если вы хотите учиться, если вы хотите получать классную, полноценную, нужную, действительно нужную информацию, а не воду, переходите и подписывайтесь. Сможете принять участие в моих торговых сессиях, заработать свой первый стартовый капитал, поучаствовать в открытых торговых сессиях и научиться всему от профессионала. Ссылки в описании, я жду вас, а мы продолжаем. А вот здесь у нас сделочка шорт. Смотрите. Работаем по MACD. Видим два исходящих подряд красных столбца, его гистограммы, дает нам это повод ждать дальнейшее снижение вдоль линии Боллинджера. Данную ситуацию лично я рассматриваю как коррекцию в заданных границах. Можно начертить канал, увидев, куда примерно направляется цена. Индикаторы — это отлично, но технический анализ тоже никто не отменял. Им можно пользоваться, им нужно пользоваться. Вернемся к теме. MACD — это классика. Она существует десятки лет. Я порекомендовал вам торговать со стандартными настройками, но также даже радикальное изменение параметров не даст вам ощутимого результата. Не заморачивайтесь, ребят, не заморачивайтесь. Люди торговали по этому индикатору еще до вашего рождения, поверьте, не нужно ничего менять. Он работает сейчас и будет работать еще многие десятилетия. Скорее всего, MACD просуществует столько же, сколько и биржевая торговля. Вот очередная сделка в плюс это подтверждает. То меняем график и продолжаем нашу работу. Вот, ребят, здесь классная ситуация, на которую хочется ваш глаз обратить. Многие бы, наверное, пропустили, но я не буду, я объясню почему. Открываем сделку в лонг, и первое, на что мы смотрим даже до индикаторов, это на вот эту огромную нижнюю тень. Вот эту. Она показывает, что покупатели выкупили все. Можно сказать, что патрон уже в патроннике. Далее у нас был хороший импульс. Чик. Есть. Зеленая свеча идет от нижней границы полос Боллинджера, это тоже хорошо. При этом у нас растущий MACD, уже второй столбик зеленый, поэтому рост в данной ситуации практически гарантирован. Сейчас мы просто видим мини-коррекцию, которая, по моему мнению, уже заканчивается. Дал вам весь расклад, поэтому просто ждем прибыль на балансе и продолжаем нашу тему. Смотрите, какая здесь мулька есть. Парадокс, так сказать. Постоянный поиск нового приводит к аналитическому параличу. Это состояние, когда трейдер просто банально не может решиться, куда ему открывать сделку. Его торговый терминал просто перегружен разными сигналами, индикаторами. А успех на рынке, поверьте мне, рождается не из количества, а из качества. И вот вам вопрос. Что лучше? Постоянно перечитывать самую начальную главу какой-то новой книги, ну, типа просто читать по одной главе, или осилить огромный том от мирового классика? Аналогия понятна. Да? Еще одна сделка в лонг, тут ничего не меняется у нас, поэтому не буду лишний раз комментировать, вернемся к нашему старичку. MACD — это тот самый том, прочесть и понять, который должен каждый, поверьте мне. Многие называют его вечным инструментом, ведь он присутствует на графиках уже многие поколения трейдеров. Ты хер с ним присутствует, он и будет присутствовать еще многие. Пока вот жив рынок, он будет работать. Представьте себе конец 70-х годов. Никаких персональных компьютеров не было, никаких цветных графиков, никаких смартфонов. Трейдеры работали с бумажными лентами и делали расчеты вручную. Именно в это поколение, именно в эту эпоху аналитик Джеральд Аппель сел за разработку своего инструмента, который стал вечным. Что он сделал? Он не изобретал велосипед, он не пытался найти магическую формулу. Аппель просто глубоко понял базовые принципы движения цены. Он обратил внимание на взаимодействие между краткосрочной и долгосрочной динамикой рынка. А я это понял сейчас, использую его индикатор и заработал. Давайте сменим актив и продолжим торговлю. Тьфу, друзья, яркий пример того, как торговать при развороте рынка. Просто обязан показать вам этот кейс.
Смотрите, что мы видим. У нас есть разворот на нижней границе канала Боллинджера, при этом есть гэп. Вот, видите, разрыв такой цены между открытием новой свечи. Это мощнейший сигнал, а MACD у нас зеленый. Согласитесь, это просто. И именно так и торгуется MACD. Возвращаясь опять же к MACD, можно отметить, что уже полвека актуальности, понимаете? Это очень показательно. Сегодня MACD есть в арсенале практически любого трейдера, от новичка до профессионала. Самое приятное его качество – это универсальность. Вы можете добавить данный инструмент в любую торговую стратегию, торговать с его помощью любыми абсолютно активами, практически на всех рыночных условиях, которые есть. От и до. Немножко может там где-то что-то вот настраивать его настройщики. Все. Это и фильтр, и верификатор тренда, инструмент слежения его силы. Все. Моя сделка, которая в плюсе, лишь подтверждение слов. Давайте сменим актив и крайний раз закончим эту сессию мощно. Поехали. Друзья, лучший сетап для финиша, заодно и хороший кейс для разбора. Шорт сделка. Давайте покажу вам нюансы, местные нюансы. Нюансы местного разлива. MACD покраснел, котировка развернулась от верхней границы канала, мы ловим идеальный момент прямо на пике вот этого тренда. При этом торгуем шорт, да? Актив растет, но что нам мешает снимать с него сливки? Если есть точные сигналы, да ничего нам не мешает. Это высший пилотаж трейдинга, друзья. Он доступен всем, кто научился работать с двумя древними, но крайне эффективными индикаторами. Если цена покажет себя довольно бодро, войдем сразу в несколько позиций, почему бы и нет. Но вы мотайте на ус. Особенно если считаете, что новое – это самое выгодное и эффективное. Все эти нейроботы, тысячи индикаторов с TradingView, прочие новшества, они не стоят даже процента от того, что представляет MACD. В лучшем случае они его производные, что, кстати, встречается практически повсеместно. Полный контроль за ситуацией дает нам преимущество над рынком, друзья, буквально читаем его. Так и делали 30 лет назад, согласитесь, да? Неплохая преемственность. Так, ну что мы будем делать? Давайте еще одну сделку. Момент истины. Вот вам, кстати, мысль для размышления. Неоспоримое преимущество старых инструментов – это их прозрачность и проверенность. Мы знаем все их сильные и слабые стороны. Мы видели, как они вели себя в самых разных рыночных условиях. Во время 2008 года, когда был кризис. Когда последний раз уебалась крипта, извините меня. Ваша цель не найти самый новый инструмент, а стать виртуозом в использовании старого. Я так считаю. Поэтому вместо того, чтобы искать очередную волшебную какую-то систему, откройте для себя заново MACD, RCI или там просто простые скользящие средние. Изучите их вдоль и поперек и поймите, какие силы они дают на разных таймфреймах, как они ведут себя в тренде, во флете. Это знание окупится вам тысячекратно, понимаете, пока там на рынке кто-то будет работать по каким-то новым непонятным ботам. Все, друзья, закончил. 10 тысяч баксов на балансе есть. Перейдем к итогам. Друзья, ну что, цифры говорят сами за себя. Надеюсь, вам понравился этот видос. Запомните, пожалуйста, что все гениальное просто, не нужно ни в коем случае изобретать велосипед. Все работает, все работало и все будет работать. Если видос понравился, жмите лайки и пишите комментарии, а также не забывайте подписываться на канал. Вам спасибо за просмотр, до встречи в моих новых видео. Всем пока.